30 июня 2011 года я выложил на YouTube свое первое видео. Да, это я пытаюсь сделать на турнике какие-то элементы. Сегодня 2023, и все это время я продолжаю заниматься YouTube, а это ни много ни мало 12 лет. Но я так и не стал популярным блогером. Как же так вышло и почему я все еще не бросил, я поделюсь с вами в этом видео. 12 лет на YouTube, исповедь ноунейма, наливайте чай, будет интересно. Я снимал кино с самого детства. Ну, как сказать кино? Я брал телефон Sony Ericsson K550i с камерой в 2 мегапикселя. Брал друзей, одноклассников, и мы шли в лес снимать ужастик по мотивам фильма «Трик». До сих пор с теплотой вспоминаю, как мы бегали с камерой, пытались подражать большому кино, искали правильные ракурсы и практиковались в актерской игре. Нам тогда было по 14 лет, и это было прекрасное время. Именно в тот момент я нашел свое призвание. Я полюбил снимать и монтировать. После съемок я шел домой, передавал файлы через экспорт на компьютер, чтобы смонтировать в дальнейшем это в программе Pinnacle Studio. К сожалению, у меня не сохранилось ни одного фильма, а мне бы очень хотелось их пересмотреть. В 2011 году, когда мне было уже 18 лет, я впервые выложил свой ролик на YouTube. Это были обычные тренировки на турниках, и да, я занимался воркаутом, это было кайфово, и я этого не стыжусь. Давай, Андрей, давай! С утра до вечера мы проводили время на улице, играя в баскетбол, крутились на турнике, и, конечно же, я все снимал. 7,2 мегапикселя! Дальше пытался слепить из этого какую-нибудь историю и заливал на свой канал под названием Андрей Баскет Турник. Андрей Баскет Турник. Господи, как я это только придумал. В тот момент я не думал о просмотрах, популярности и прочих штуках. Важно было просто залить и потом самому пересматривать. К моей неожиданности некоторые видео набрали за несколько тысяч просмотров, а один из роликов даже показывали в подборках неудач на турнике. Оу, на этом видео я разбил висок. Вел я этот канал примерно год. Вырос уровень не только в элементах на перекладине, но и в монтаже. YouTube тогда был другим. Ролики в топе были те, которые набирали больше всего просмотров. Вкладки трендов не было, да и в целом, можно сказать, алгоритмы, к которым мы привыкли, были совершенно другие. У кого больше просмотров и подписчиков, тот и круче. Так вот, мой канал Андрей Баскет Турник был просто для себя и друзей. Сейчас это приятные воспоминания. Иногда я захожу пересмотреть, чем я занимался, и немного поностальгировать. Честно, не знаю, можно ли назвать это первым опытом на YouTube. Я склоняюсь к тому, что нет. Но я получил опыт в монтаже, и это было первое знакомство с платформой. Поэтому считаю, что об этом важно было сказать. Вот мне 19 лет. Я бросил институт спустя год обучения на программиста. Да, занесло меня маленько не туда. И пошел работать в Евросеть. Вот в один из дней мой лучший друг Макс показывает мне видео, как он ходит по городу, фотографирует и снимает на видео случайных прохожих. Мы на тот момент смотрели на YouTube такие проекты, как Реутов ТВ. Скажите, пожалуйста, почему Новосибирск лучше, чем остальные города, и почему Россия лучше, чем другие страны? Потому что это Россия. Держава. А ты кто? И Архипедия. Парень, девочек, вот одна красивая, другая стрёмная. Нет. У вас как? Она стрёмная. Нет. И мы сразу поняли, что можем так же. Взяли старенький Nikon, нашли микрофон и пошли по городу снимать свой первый выпуск. У нас не было ни сценария, ни плана, мы просто хотели попробовать что-то сделать. Сняли и смонтировали за один день. Мы настолько сильно горели, что не могли ничем другим заниматься. За Белова радеешь? Да. По каким дням радеешь? По понедельникам, вторникам. В этот же вечер был создан канал «Самый плохой фотограф» и опубликован наш первый выпуск. И он получился отличным. К нашему удивлению, горожане встретили нас тепло. Не было конфликтов, и практически все с радостью отвечали на вопросы. Инквизиция. Я и... Цы... Что ты говоришь? Давай, инквизиция. Наш первый выпуск был опубликован в местном паблике. Просмотры перевалили за 1000 в первые сутки, и мы получили кучу восторженных отзывов. Естественно, это замотивировало нас делать контент дальше. Следом вышел второй выпуск, третий и так далее.
А так, Короче, девчонки, я вам желаю быть получше, короче, это. Следите за собой, занимайтесь. И вообще тогда мы скажем, что вы вот такие вот. А пока вы вот такие вот. После нескольких выпусков мы попробовали снять что-то вроде новостей. Приходили на мероприятия и снимали отчет в юморной форме. сегодня парад невест. Почему вы в черном, а не в белом? К сожалению, много просмотров это не принесло. Да и давайте будем честными, это было интересно только тем, кто на этих самых мероприятиях и был. Именно поэтому мы впервые начали изучать рынок YouTube и смотреть, а что сейчас в тренде. А в тренде были пранки. Мы на тот момент недолго думали. Взяли за основу один американский пранк и реализовали его у себя в городе. Драка подушками. И это был успех. 10 тысяч просмотров, цитирование в местных новостях и интервью для телеканала «Пятница». Телеканал «Пятница», Белова и команда самого плохого фотографа стали работать вместе. Это новостной блог, небольшой, минуты 3 будет идти, он будет либо информативный, либо музыкальный. Где-то в этот период мы отказались от полного названия «Самый плохой фотограф» в пользу сокращения SPF Show, а телеканал «Пятница» предложил нам делать контент для них раз в неделю. Мы, по сути, должны были снимать то же самое, что снимаем, но с первой публикации на местном телевидении. Нам, голодным молодым пацанам, это было только в радость. К тому же это было впервые, когда с нашего дела нам предложили деньги. Дело продолжало развиваться выпуск за выпуском, мы набирали аудиторию на YouTube. Параллельно эти же выпуски выходили на телеканале «Пятница», и все было отлично. Вот вместо рукопожатия, вот борцовского такого вот, если целовать борца в щечку, это нормально будет? Но чего-то не хватало. Чувствовалось, что начался застой. Было принято решение снять что-то не в нашем формате, что-то новое. И мы тогда познакомились со Стасом. Всем привет! Это снова SPF Waste. В прошлом выпуске я не представился. Меня зовут Станислав. Очень приятно с вами познакомиться, дорогие друзья. Чуваком, у которого безупречный голос и шарм. И он послужил новой вехой развития канала. Сразу же второй выпуск, который мы с ним сделали, залетел на 300 тысяч просмотров. И это была пародия на Skype. Файлообменником ты пользуешься? Конечно же, скайпом. Да, я думаю, вы помните ролик Skype, но мы сняли ее про доту. У нас было предчувствие, что этот ролик залетит. Снят он был за 1 час и практически моментально опубликован. Каким героем ты больше всего любишь играть? Конечно же, за Пуджа. И около 5 часов кряду мы занимались массовой рассылкой этого видоса в предложке популярных пабликов ВКонтакте. И это сработало. Несколько крупных пабликов, один из которых IGM, опубликовал ролик, и просмотры полетели с нереальной скоростью. Го в дотку катать. Я за Пуджа буду. Подписки и комменты на YouTube росли. Много было хейта, но мы на это никогда внимания не обращали. Мы знали, что ролик кринжовый, но на это был расчет. В тот момент «Пятница» уже с нами не работала, а мы продолжали снимать выпуски SPF Show. У вас будет секс на 14 февраля? Ну, как бы в планах есть. Планируется, да? В голову пришла еще одна идея. Так как Стас отлично пел, я решил сделать кавер на популярную в тот момент песню Тимати «У тебя есть борода». У меня есть борода, и ты скажешь мне да. Я написал текст песни за 1 день. Вместе со Стасом прогнали это под музыку и поняли, что этот шедевр точно залетит. Песню записали в Центральном дворце культуры, а клип сняли буквально за пару дней, просто позвав своих подписчиков и друзей. И мы не ошиблись. У тебя есть Дота 2, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Трек залетел моментально. Он разошелся по всему контакту. На тот момент я понял, что нужна аудитория и какой контент нужно создавать. Новый клип беловских видеоблогеров покоряет интернет. Всего за сутки творение сообщества «Самый плохой фотограф» набрало более 50 тысяч просмотров на YouTube. Во мне проснулся настоящий азарт. Казалось, что мы все делаем правильно и что еще полгода и будем супер популярными блогерами. Но для этого нужно было переезжать в более крупный город, так как в нашем уже было немного тесновато. И мы переехали. С этого, наверное, и начались первые проблемы. Наконец-то переехали в Новосибирск и шлем вам привет из сердца Сибири. С сегодняшнего дня мы теперь не просто SPF, а SPF версии 2.0.
Переезд выдернул нас из комфортной среды. Первое время получалось снимать, но спустя полгода почувствовали, что не вывозим, и пришлось выйти на работу. Ну а как вы понимаете, работа забрала все время, и канал мы ненадолго забросили. Лишь время от времени снимая контент, который никому был не интересен. Мы вернулись! Давай, я буду говорить и жестикулировать. Давай. На этом, наверное, история канала SPF Show закончилась. 7 лет прошло. Работа над каналом SPF очень здорово прокачала меня в монтаже и в продвижении видео. Я научился снимать тренды, видеть интересы зрителей и научился удерживать их внимание. В самый активный период нас узнавали на улице. Да, подписчиков было немного, около 6000, но наши ролики завирусились так сильно, что люди фоткались на улице и выкрикивали что-то про доту. Сожалею ли я о том, что так получилось? Наверное, первые 3 года сожалел, но потом отпустил ситуацию и начал расти дальше. После того, как работа над SPF Show закончилась, я начал заниматься тем, что умею лучше всего – снимать видео. Это были коммерческие ролики для компаний и предпринимателей. Первый год жизни в Новосибирске я искал крутых операторов и через них выходил на интересных клиентов. Меня неплохо так помотало в тот период. Я и сайты делал, и видео монтировал, и ютубом занимался, но конкретики не было. Скорее я пытался заработать себе на жизнь. Это продолжалось до тех пор, пока одно случайное знакомство не свело меня с одним интересным человеком. Это был Макс. Он был предпринимателем в строительной сфере, который хотел себя попробовать в чем-то новом. У него была идея сделать спортивный канал, а я мог это сделать и был готов к новым проектам. Так родился проект «Мотиватор». Первый спортивный блог города Новосибирска. Идея была следующая. Снимаем спортивные события в городе, делаем обзоры на спортивные клубы и снимаем обучалки по разным видам спорта. Первый год проект развивался супер стремительно. Мы посетили множество залов, познакомились с большим количеством тренеров. Спустя этот год почти вся спортивная тусовка города знала наш проект. Мотиватор начал приносить деньги. В первую очередь от съемок мероприятий. Нашу команду приглашали на спортивные турниры и платили за его освещение на нашем канале. Помимо этого поступали заявки на создание промо-роликов, моушен-графики. На тот период я начал неплохо зарабатывать. Монетизация с YouTube, кстати, была мизерная. Давайте честно. Вот столько я получал за 1000 просмотров. А вот сколько за весь период развития канала. Всего 30 000 рублей. А это около 2 миллионов просмотров. Не стоит ждать с монетизации YouTube больших денег. Это не основной источник заработка у блогеров. Шли годы. Контент на Мотиватор снимался. Какие-то ролики стреляли, какие-то нет. А я учился создавать более качественные видосы и практиковался в моушен дизайне. YouTube поменялся. Поменялись алгоритмы продвижения. Теперь стало важно удержание зрителя. То, как долго он смотрит твои видео до конца. К сожалению, Мотиватор не получилось продвинуть на большую аудиторию. Наверное, все из-за локальной истории. Это было про Новосибирск, про события, которые были в Новосибирске, и про местных тренеров. Да, я понимаю, что это можно было тоже продвинуть, но если честно, я не понимал как. На канале есть крупные ролики, канал до сих пор набирает аудиторию каждый день. Если посмотреть назад и оценить ситуацию, я вижу все так. Мы снимали много всего, не было строгой тематики канала. Не снимали тренды, не коллабились с мощными блогерами из этой сферы. Канал мог стрельнуть, но нужен был более системный подход. А мы относились к этому как к хобби. Наверное, в этом и была моя вторая ошибка на YouTube. Я научился отлично монтировать и продвигать контент на YouTube. Этим я и стал заниматься дальше. Следующий этап моей жизни можно назвать просто. Фриланс. Я работал на разные компании в разных сферах. Делал контента так много, что терял время суток в процессе работы. Строительные компании, медицинские центры, спортивные команды и даже криптопроекты. В какой-то период я создавал контент на 12 языках и раскачивал одновременно 15 YouTube каналов. Заработок рос. Я максимально прокачался в видеомонтаже. На тот момент думал, что расти дальше некуда. Сразу скажу, что я ошибался. Но в целом это был благоприятный период. Опять что-то съедало изнутри. Казалось, что я упускаю какой-то момент. На сегодня я понимаю, что это означало. Мне хотелось свой YouTube канал, где я буду сам снимать, сам писать сценарий, сам монтировать и продвигать видео. До этого я всегда делал для кого-то.
Я не был главным действующим лицом. Если промотать мой инстаграм, то можно встретить пост о том, как я говорю, что не хочу быть блогером. Спустя время я вижу рефлексию. Потому что у меня не получилось сделать. Тайно я хотел стать блогером. Я потратил на YouTube 12 лет. Отлично знаю монтаж. Знаю, какие видео надо снимать, чтобы набрали просмотров. Но я до сих пор не создал свой YouTube канал. Первую половину пути я не задавался вопросом. А вот вторую постоянно искал отмазки. То внешность моя не нравится, то зубы кривые, то с речью что-то не так. Я все время боялся, что мое место там, по ту сторону камеры. Но сейчас я готов.